Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая же таинственная незнакомка скоро появится в вашей жизни? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, смотрим. Что происходит в вашей жизни? Сразу у нас появляются страхи перед любовью, перед новой любовью. Вот почему-то, знаете, вот вы сидите и как будто, знаете, и мечтаете, и боитесь. Вот я не устаю это повторять, да, но почему-то последнее время вот в раскладах вот именно очень много появляется именно вот страхов, сомнений, да. Именно страхов перед любовью, перед новой любовью. Вы человек, который может быть связанный, работа с дорогой может быть связана. У кого-то это за рулем работа, либо же поездки какие-то. Вы, ну, такой вы мастеровитый человек. Вы мастер на все руки. Если нужно, вы и машину отремонтируете сами, там, и технику почините. И в то же время, несмотря на то, что вы такой, знаете, вот сильный, уверенный в себе мужчина, но как-то вот вы сейчас вот больше, ну, сломленный человек, я бы сказала. Вот сломлены вы с жизнью, судьбой, обстоятельствами, и больше всего вы сломлены женщиной, которую вы любили. Вот у вас последнее время вот какой-то, знаете, период негатива проигрывается. У каждого это будет свой период, потому что, ну, как бы кто-то раньше, да, кто-то позже развелся, либо разошелся. Это общий расклад все-таки. В вашей жизни было много хитрости, я вам могу сказать. Причем это связано, может быть, не только с женщинами, а вообще как-то люди, ну, видят вашу, знаете, вот порядочность какую-то, доверчивость, чистоту. И они очень умело этим манипулируют. И вы позволяете это делать, да. Вы такой, знаете, человек, который, ну, у некоторых, кстати, может проиграться, что был период, ну, таких вот выпивок. Я не говорю, что прям там запои, нет. Период выпивок могли быть именно, чтобы, знаете, вот пережить вот этот тяжелый период с вашей женщиной. Вы как-то, ну, хотели просто немного расслабиться, но особо вам это не помогало. Да, на какой-то небольшой период оно могло помогать. Сейчас уже я вам скажу, вот вы стали не такой доверчивый. Вот раньше, да, с вас можно было веревки ведь просто на раз-два. Вот обычно это проблема многих людей, которые такие, знаете, по своей природе добряки, наивные, доверчивые. Ну, как правило, почему-то в жизни такими людьми пользуются. И пользуются, естественно, ну, не в лучших целях. Сейчас вы стали более осторожным, более таким вдумчивым, да, вы обдумаете 100 раз, прежде чем что-то предпринять, особенно если это касается чего-то серьезного, каких-то шагов, знакомств, да. Потому что вот после той боли, которую вам причинили, вы до сих пор, может быть, не все даже отошли еще, да, кто-то раньше это все переживает, да, быстрее вот эту боль может пережить. Кто-то намного дольше. У каждого это будут свои сроки. Ну, то есть довольно непростой период, и вот эти вот страхи любви еще у вас сидят. Так, женщину вы хотите, но вы боитесь. Вот так, если коротко, да, вот. И хотите, и боитесь. Смотрим, какая же незнакомка появится в вашей жизни или нет. Так. Ох, какая дама у вас появляется. Знаете, такой мужик в юбке, я бы сказала. Воздушного знака зодиака, может быть. Дама эмоционально холодная такая, очень своенравная. Она чем-то, знаете, мне может вашу бывшую напоминать. Но это не бывшая, это совершенно другая дама. Потому что это незнакомка, это совершенно новая женщина. Она такая, знаете, властная дама, может даже еще у некоторых вдова проигрываться.
Она очень любит, вот как она сказала, так и будет. Ну, такая, конечно, трэш. Женщина трэш. С такой не соскучишься точно. Я не хочу никого пугать, но тем не менее. Вот она, знаете, почему-то мне, вот, знаете, напоминает амазонок, вот, которые раньше были, знаете, женщины-воины такие. Вот она почему-то мне напоминает, да, вот сейчас думаю, многие из вас подумают, вот это еще мне амазонку и не хватало, да, вот не хватало еще новую воительницу. С одной отвоевал, теперь другая появится. Но тем не менее, смотрим дальше, а вдруг что-то там у нас появится и хорошее с ней. Ну, то есть характер у нее жесткий. Вот она мужик в юбке. Она будет отстаивать то, что она задумала, то, что она хочет. Она всегда целеустремленная, она уверенная в себе. Она четко знает, чего она хочет и будет до последнего этого добиваться. Она не будет сюсюкаться. Эти женщины, вот они даже свою любовь, они как-то вот сдержанно проявляют. Да, она может поступками проявить это, но сюсюкаться она точно с вами не будет. Да, тем более я знаю, ну, далеко не все мужчины любят это сюсюканье, да, все-таки, ну, это же не детский сад. Вот. Но тем не менее, я вас удивлю, но с этой женщиной у вас проигрывается, что у вас будет любовь. Давайте-ка посмотрим, уточним, где же вы с ней можете пересечься, с этой вашей новой амазонкой. Так. Это будет где-то, знаете, вот какое-то место, там, где можно отдохнуть, где можно, знаете, вот посидеть, помечтать. Ну, какое-то такое, знаете, место, я не могу сказать, что прям это увеселительный, развлекательный центр. Ну, это может быть парк, я не знаю, там, может быть, речка еще где-то. Ну, то есть такое место, где можно отдохнуть, помечтать, да, вот побыть одному наедине, да. То есть тот момент, когда вот вы будете с ней пересекаться, когда вы познакомитесь, вы будете один. Причем в этот момент вы будете о чем-то думать. Вот как-то то ли это ваши мечты будут, то ли как-то, вот знаете, о наболевшем будете думать, размышлять, и в этот момент вот произойдет какая-то вот ситуация, может быть, она спросит что-то у вас подойдет, знаете, как бывает, а как пройти там на такую-то улицу или еще куда-то. Ну, то есть в этот момент, еще раз говорю, вот вы будете мечтать, о чем-то размышлять, да, вот. Это будет очень такое спонтанное знакомство. Причем вот именно она, знаете, как будто вас реально что-то либо спросит, уточнит, может быть, да. Вот. Это будет даже, ну, не похоже на такое обычное традиционное знакомство. Вот она спросила и ушла, но у вас осадок, вот эта симпатия к ней осталась. Вот она, несмотря на свою внешнюю такую грозность, она внешне очень привлекательная дама. То есть у вас останется вот это, знаете, вот когда сердце затрепетало, вот, да, вот когда сидишь и думаешь, какая шикарная женщина, да, еще характера вы ее как бы не знаете. Вот. То есть она так поинтересовалась чем-то и ушла. Дальше что у нас происходит? Вот. Что же будет дальше? Так, а дальше вот вы будете, знаете, вот уже вы будете думать о ней. Откуда же она? А как же ее найти? А может быть, как-то через соцсети, либо еще как-то. Ну, то есть это будет такой момент, когда вот она, знаете, появилась, что-то спросила и улизнула, и все. Но след в вашей душе она оставила. И тут уже вы будете думать, а может быть, посмотреть, может быть, она в интернете где-то есть, да? Хотя как? Как вы узнаете, да, ни имени, ни фамилию не знает. У вас ступор, да, вот у вас такие мысли появляются. Может быть, где-то ее найти. Но опять же, не знаешь ни имени, ничего. И это довольно будет, ну, болезненный момент для вас, потому что вот такое, знаете, своего рода разочарование, что как же я ее найду в соцсетях,
я не знаю ее имени, да. Ну да, внешность запомнили, но как ее найти? Хотя бы имя, хотя бы фамилию, хоть как-то. Вот, поэтому поначалу это вас огорчит, конечно. Ой, боже, что это я сегодня как Маша растеряша. Все растеряла. Так, боже, сейчас, секундочку. Что-то ко мне сегодня спешат. Вот это я начудила. Так, смотрим дальше. Итак, что же будет дальше? Да, вот вы познакомились, она ушла, вы начали страдать, думать, как ее найти. И что же будет дальше? Даже вот смотрите, у вас может проигрываться такая ситуация, что вы будете там другу, может быть, там брату, коллеге, вот жаловаться, что вот упустил такую женщину, как же ее найти, как же с ней познакомиться, да, вот почему я не спросил у нее ни имени, ни телефона, ничего, вот, ну как-то оно вас зацепит это. Так, что же будет дальше? А дальше грусть, печаль, тоска. Вот именно, что вы не смогли ее найти, да, вот пройдет какой-то период, и вы, я вам скажу, вы снова пересечетесь с этой женщиной, но уже в каких-то других обстоятельствах. Это будет для вас вот как гром среди ясного неба, вот озарение, что вот же она, да, вот она. Вы здесь уже сами берете быка за рога и будете сами с ней знакомиться, потому что она настолько вот вам западет в душу, что вы ну просто не отпустите ее. Вы просто не отпустите, и уже вы начнете действовать. Вы. Женщина очень такая интересная, да, вот. Причем поначалу, да, она будет казаться вам такая, может быть, холодная, сдержанная, да. Но чем ближе вы будете знакомиться, вы поймете, что эта женщина очень простая, несмотря на свою какую-то внешнюю холодность, может быть, да. Она на самом деле, она очень простая, компанейская такая, вот. Даже в чем-то домашняя, может быть. Так. Что будет дальше у нас? Вот вы знаете, чем больше вы будете ее узнавать, тем больше вы будете переживать, чтобы ее не потерять. Несмотря на то, что да, она бывает жестковатой. Какой-то период вам это не очень будет нравиться, что вот она, может быть, не так реагирует, более жестко, не так, как вам бы хотелось. Но вот она чем-то так вас завлечет, может быть, внешностью, может быть, какими-то другими своими талантами, да. То есть вы будете очень сильно переживать, чтобы, не дай бог, ее не потерять и ломать голову, что делать, как же ее удержать. Вот именно вот это будет вам бередить душу. Очень такие отношения будут у вас, знаете, я не могу сказать, что они будут очень активны, они будут постепенно развиваться, но вы будете очень и очень переживать, еще раз говорю. Переживать, чтобы, знаете, вот не пришел другой дядя, грубо говоря, и не увел ее у вас. Вы настолько вот влюбитесь в нее, что будете готовы просто, ну, снова плясать под ее дудку. Вот как вы, может быть, раньше под дудку бывшей плясали, сейчас снова вы будете вот готовы вот плясать под ее дудку. Вы будете готовы, знаете, вот любой каприз, все для нее сделать, только бы ее не потерять, потому что вот, ну, что-то такое вот вас завлечет, настолько вы вот почувствуете, может быть, что это ваш родной человек, да, вот у вас, допустим, сойдутся какие-то ваши черты характера, да, цели ваши в жизни, намерения, да, вот если вы ориентированы на семью, и она, допустим, ориентирована, да, вот вы там порядочный, и она порядочная, вот какие-то такие черты у вас будут, которые будут вас очень сильно объединять. И из-за этого, да, вы поймете, что это женщина, которых мало. Вот именно общаясь, это будет очень постепенно. Вы поймете, что это та женщина, которую сейчас, наверное, днем с огнем не сыщешь. Но тем не менее, это будет вам бередить душу, вот эти переживания, да. Вот. А как вы уже разрулите эту ситуацию, как вы удержите ее и будете ли вы удерживать, это уже совершенно другая история.
Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!